гамак. Во второй части я закончила вот на этом вот месте. Верхнюю часть я сделала, верхнюю часть этого гамака. Стропы до середины сплела, приблизительно до середины. Декоративный строп тоже проплела где-то до середины. Сейчас я буду подвешивать обруч. Обруч у меня из трубы 32 миллиметра. И диаметр обруча нижнего 130 сантиметров. Сейчас я сначала подвешиваю в ножевульку, не капитально, подвешиваю только на белые стропы, на белые веревки. Оплетку пока не трогаю. Сейчас моя задача подвесить в 4 точках приблизительно на том расстоянии, которое мне нужно, но приблизительно равнять буду позже. Вот так я сначала подвешу приблизительно, где у меня будут стропы находиться. И сейчас уже буду выравнивать высоту, расстояние между стропами, как мне надо, сделаю, чтобы он висел ровно и балансировку держал. С передней части гамака у меня получается 4 стропы, по 2 на каждую сторону, а между ними будет висеть декоративная полоса. А на спинке 2 стропы распределяю. Вот таким образом я равняю высоту, длину, измеряю сантиметровой лентой от верха петли. У меня получается высота где-то 170. Чем больше диаметр обруча, тем длиннее получается гамак. Чтобы смотрелся гармонично, его надо маленько пониже вешать. И балансировку держать будет лучше. На длинных стропах большой обруч. Чтобы было удобнее доплетать. У меня были сплетены до половины, в среднем, плюс-минус, стропы. Сейчас я буду доплетать до самого низа все стропы, и которые вот на белых веревках до конца доплету. И декоративный передний строп тоже буду доплетать до низа. Теперь я уже знаю длину, которую мне надо. Поэтому сразу я не плету до конца. Потому что я не знаю, на каком уровне у меня получится изделие. Вот я доплела до низа. Вот смотрите, вот эту декоративную стропу надо доплести до такого расстояние, чтобы ее вот так немножко натягивая, она сильно не вытягивалась, но и сильно не провисала. Сейчас я доделаю еще рядок. Буду прикреплять к обручу. Я уже много раз говорила, что такие вот изделия сразу начинать нежелательно к тем, кто не умеет плести вообще, кто не знает квадратные узлы. Хотя бы надо сплести подвесной, подвес для цветов, гамак. В каждом видео заострять внимание на узлах, я думаю, что это лишнее. Теперь я каждый узелочек буду привязывать к обручу с помощью горизонтальных брид.
Эти узлы я тоже показывала много раз. Каждую веревочку начиная от центра в стороны. Так вот я все 4 узла привязала. Теперь я буду доплетать все стропы. Таким образом. Оставила только спинку напоследок. Так, вот на этом месте я остановилась после второй части. Сейчас беру 2 ниточки от одного узла и 2 ниточки от предыдущего узла, приблизительно посередине. Тут сильно роли не играет, где вы возьмете. И буду к центру выводить еще один ромбик. Длину ромбиков, расстояние между узелочками вот этими, которые будет, надо делать такое же, как и на основном рисунке спинки, чтобы плетение получалось рядами в дальнейшем. Сейчас я пока выведу вот этот центральный ромбик к центру. Камеру мне, видеокамеру основную мне так еще и не уделали. С этим коронавирусом сложностей много возникло. Поэтому не всегда удается показать ракурс нужный. Но я думаю, что вот дальше будете смотреть, все равно будет понятно, как это делается. Вот смотрите, я вам давала длину веревок по 10 метров изначально на спинку. Этой длины хватит на любой рисунок, даже плотный. Кто-то вот хочет, если широкую спинку такую, плотную, с плотным рисунком. Этой длины веревок хватит вполне. То есть можно сразу изначально повесить побольше на спинку, чем я 2 раза. И выплетать широкую плотную спинку. Но я не очень люблю такие изделия. Сколько людей, столько мнений. У меня такое мнение. Мне кажется, получается громоздко. Тем более на таких темных веревках, когда. Но опять же, это дело вкуса.
две веревочки от одного узла, которые вот последний плела, и 2 веревочки, которые идут к центру свободные, и на них плету квадратный узел. Работы много, плетение длинное, поэтому включила фильм и смотрю, и слушаю. Так, вот у меня вот эти 2 полосочки сошлись в серединке. Я сделала квадратный узел посерединке. Теперь буду плести рядами, выводить ромбик. 2 ромбика будет у меня еще сейчас посередине, в центральном ромбе образовываться вот таким образом. И буду плести рядами, выплетая саму спинку тоже. Теперь буду от центрального в обратном порядке также брать 2 веревочки от центрального узла и 2 влево и вправо буду выплетать квадратные узлы, захватывая по 2 веревочки свободных. И вправо также 2 веревочки от центрального узла и 2 веревочки, которые свободные от предыдущего ряда. Тут тоже вот этот ромб буду тоже выводить, нижнюю часть ромба центрального делать. Поэтому тоже с этой стороны буду ряды удлинять с каждым рядом на 1 узел. Захватывая влево и вправо по 2 веревочки. Чтобы получалось симметрично, надо именно делать рядами. Постоянно так приходится маленько расправлять, потому что плетение не плотное, расстояние между узелочками достаточно большое, поэтому немножко свой рисунок вот на этой стадии сходится к центру. Все веревки стремятся. Поэтому как каждый ряд сплела, расправила, посмотрела, все ли ровно идет, никуда не перекашивается.
Сейчас я буду добавлять веревочки в двух местах. Отрезала 4 веревки по 6 метров, сложила их пополам. И 2 веревочки с одной стороны прибавлю, сложив пополам, вот таким образом. По краям. И 2 веревочки с другой стороны также сделаю. Добавляю в промежуток между двумя узлами предыдущего ряда по 2 веревочки, чтобы ряды не сместились, узлы в рядах. Просто добавила по одному квадратному узлу с краю. Веревку белую вот между стропами я добавляла, думала, что вам будет лучше видно. Я еще раз говорю, на весу вот эти все веревки стремятся к центру. К тому же они темные сами по себе. И на фоне двери их не очень видно. Не очень мне нравится, что у меня получилось в плане видео. Но других вариантов пока у меня нет, к сожалению. Пока я плету дома в таких условиях, к сожалению, ничего изменить не могу. Веревка вот эта бесполезная оказалась совершенно. Я ее потом уберу. Никакой роли она не сыграла. Я думала, что веревки на нее облокотятся немножко от спинки, и вам будет лучше видно. Нет, лучше не получилось, не произошло чудо.
здесь уже лучше видно стало, как рисунок приобретает, как формируется рисунок. Сначала центральные к центру смещались вот эти полосочки. Сейчас я их в обратную сторону уплетаю. И одновременно нижнюю часть большого ромба к центру свожу. Крестик посередине у меня уже сформировался. Теперь буду просто сводить большой ромб к центру, выводить.
Сейчас вот обратите внимание, видите, я 4 веревки по краям убрала из плетения. Сейчас я буду начинать ряды укорачивать, чтобы свести плетение вот ромбом к центру. В каждом ряду я буду убирать из плетения по 2 веревочки крайних, слева и справа. Видите, я начала не с самого начала плести. Убрала 4 веревочки. А к центру ромб я так и продолжаю увеличивать к центру количество петель. Ромб, нижнюю часть ромба большого я так и продолжаю делать.
Сейчас в этом ряду у меня уже центральный ромб будет 2 половинки. Вот эти вот, которые у меня еще которые я выплетала, нижняя часть ромба, сейчас у меня сомкнется уже в единое полотно. Издержки работы дома. Постоянно кто-нибудь пытается зайти. Так, все, центральный ромб у меня сформирован. Вот что получается пока на данном этапе. Укорачивая ряды, я дошла, видите, в последнем ряду, да, один узелочек у меня получился в центре. Сейчас я буду делать цепочки. Беру 4 веревки подряд с края и делаю вот такую вот цепочку. По одному квадратному узлу делаю на некотором расстоянии. Расстояние берите любое, какое вам надо. В этом месте у меня будет лежать подушка. И задача вот этого плетения максимально расширить спинку. Так как я изначально не брала много веревок по количеству, надо просто расширить каким-то способом нижнюю часть плетения. Количество узлов в цепочке тоже смотрите сами, как у вас получится. Регулируйте свое количество этих узелочков. Вот так вот приблизительно прикладывая к тому месту, куда приблизительно, где она будет, эта цепочка. Таким образом можно понять, сколько у вас узлов получится, какую длину вы сделаете этой цепочки.
Вот так я буду брать по 4 штучки и делать вот эти вот цепочки справа и слева. Так, вот я их сделала. Начинаю их фиксировать. Беру сначала крайние справа и слева. Сейчас я пока, вот сейчас вот, видите, я беру все 4 веревочки одновременно и делаю, это временная у меня привязка будет. Сейчас мне надо просто понять, на какой длине, силу натяжения. Мне надо понять силу натяжения остальных веревочек, чтобы центр самой спинки у меня не ушел, не сместился. Так. Сейчас беру центральную цепочку еще. Центральную цепочку и натягиваю спинку. Сила натяжения натягивать начинаю с центральных веревочек этого узла. Тут тоже надо смотреть, чтобы плетение спинки не перекосилось. Каждую веревочку от узла я прикрепляю. Обратите внимание. Нет, дальше я вам покажу один нюанс. На следующей цепочке будет видно. Вот эта вот цепочка немножко длинноватая получилась по силе натяжения.
Вот видите, можно просто, сдвигая вот эти вот квадратные узлы повыше, их можно укоротить центральной веревки. Поэтому я начинаю прикреплять с центральной веревочки, с центральных веревочек от узла, чтобы понять силу натяжения, нормально у меня получается или нет. Надо усилить натяжение или нет. А потом уже, когда я понимаю, что как струна она натянута нормально, но не перетянута, прикрепляю боковые веревочки, которыми плелся сам квадратный узел. Видите, как вот так подвинуть? Таким образом я буду прикреплять каждую цепочку на некотором расстоянии. Сначала вправо от центра, потом влево от центра.
Так, вот смотрите, теперь я все длинные веревки, которые у меня оставались от привязки, от строп, от спинки, от декоративных строп, обрезала на нужной мне длине и, сложив пополам, тоже разрезав, мне длинные достаточно веревки оказались. После плетения я их все вот таким образом порезала и навесила на обруч, чтобы делать бахрому. Бахрому тоже можно делать, рисунок делать любой, естественно, у кого какая фантазия. Ну и количество веревок, соответственно, у кого какое. Первый ряд я делаю просто квадратные узлы, чтобы зафиксировать навешенные веревки и веревки от плетения. Какой бы рисунок вы ни придумали плести, вот такое закрепление, первый ряд, надо обязательно сделать, пройтись по всему периметру. Брать подряд по 4 веревочки и подтягивать. Вот я по всему периметру прошла. Теперь делаю второй ряд. Второй ряд я беру 2 крайние веревочки от одного узла и 2 крайние веревочки между узлами делаю на 2 веревочках теперь вот такие вот узелочки. Это у меня будет второй ряд. И уже не квадратные узлы плету на 4 веревках, а именно делаю простые узелочки на 2 веревочках. Я прошлась по всему периметру,
сделала узелочки. Теперь беру по 6 парных веревочек от 6 узлов и делаю двумя крайними веревочками квадратный узел на общем пучке. Количество веревочек брать на ваше усмотрение, естественно, можно, как вам хочется. От 6 узелочков у меня получилось. Также по всему периметру я прохожу, делаю такие вот квадратные узлы на равном расстоянии друг от обруча. Так, теперь беру 2 крайние веревочки от узлов и между собой связываю вот таким простым узлом. Также пройдусь по всему периметру. Но сейчас я вам просто покажу вот на небольшом участке, как я до конца буду делать. Каждую веревочку поддергиваю, чтобы узелочек получался ровненьким. И затянуть его равномерно. Теперь беру по 2 веревочки от квадратных узлов, которые были. И также между собой связываю по 2 веревочки. Расстояние от центрального узла тоже делать, стараться одинаковое, чтобы было между всеми узелочками. На этом узелочке тоже по 2 веревочки распределяю. Давай. Так, а теперь делаю еще по узелочку между каждым предыдущим узелочком последнего ряда. То есть сначала я разделила по 2, а теперь
беру от каждого узелочка, которые были по 2, еще делаю также на 2 веревочках узелочки между узелочками предыдущего ряда. Вот на небольшом участке, конечно, получается не очень понятно, я так думаю. Но вот если в таком порядке пройтись по всему периметру, узелочки между собой растянутся, натянутся, и получается рисунок. Вот так они растянутся между собой равномерно. Получится бахрома. Так вот получается. Пройдусь по всему периметру. Вот что получилось. Дальше уже просто либо обрезать веревки на нужной длине, все ровненько подрезать и опалить, или сделать узелочки на кончиках веревочек.